огромное итальянское доброджорно, Лаго ди Комо, озеро Комо. Отправляемся мы сегодня по маршруту Милан-Кьявенна. Собственно, это небольшой городок в одноименной долине Валь-Кьявенна, который знаменит прежде всего своей кухней Gnocchetti Orecchietti di Chiavenna и также одной из самых знаменитейших итальянских карпаччо Бризаула производится непосредственно именно в этом небольшом городке. Но прежде чем отправиться любоваться красивыми горами Валь-Кьявенны, мы решили устроить небольшой перерыв в своеобразном чекпоинте под названием Лекко. Это такой небольшой городок, который находится на юго-восточной части озера Комо. И сегодня я очень рад привести тебя, Лиза, в эту бургерную, которую я считаю одна из самых вкусных бургерных во всей Ломбардии. Ну, по крайней мере, в моем личном топе так уж точно я ничего вкуснее в плане бургерных еще за 3 года жизни в Италии не попробовал. Я вижу, как ты улыбаешься, поэтому да. Сегодня будет у нас и красивые виды долин с необъятными горами Валь-Кьявенна, и карпаччо, и бургеры, и тест-райд мотоцикла. В общем, классическая итальянская история небольшого уикенда среднестатистического мотоциклиста в Италии. Andiamo! Вот она выставка. Какие-то панки. Город Кьявенна находится на самом севере Италии, вблизи границы со Швейцарией. Поэтому, несмотря на теплые дни середины марта, когда температура воздуха уже может достигать 20 градусов, отправляясь в такие места на мотоцикле, обязательно, повторяю, не пренебрегайте теплой экипировкой, так как горный воздух, особенно утром, очень холодный, несмотря на палящее солнце. Так как мы в самом начале весны, скажу пару слов о мотоциклетном сезоне в Италии. Итальянская мотожизнь грубо делится на путешествия, преимущественно выходного дня, и банальную каждодневную необходимость транспорта в черте города. Говоря про путешествия в формате выходных или даже отпуска, то период анабиоза длится в пределах 3 месяцев зимы. При этом обладатели туристических мотоциклов не прочь выкатываться в туристические локации на выходной день даже в феврале. В принципе, то, что мы и сделали с Triumph Tiger 660. Наконец-то мы прибыли в долгожданную Кьявенна. Продолжаем наш путь к центру города. Andiamo. Personaggi del Battesimo sono tutti. Костел был назван в честь святого Лаврентия, а истоки храма идут аж из 5 века. Однако сама церковь была достроена к концу 1-го тысячелетия. Да, сейчас заходим в центральный собор города. Отличительной особенностью базилики, в отличие от других католических храмов, являются огромные плащаницы, которые развешаны в боковом крыле сооружения. Ни в каком другом костеле я такого не видел.
Пару слов о самом городе. История Кьявенны восходит далеко в античность. Само название поселения происходит из латыни, от слова «кьяви», буквально означающее «ключ», что напрямую отображало значимость города в логистических цепочках Римской империи с территориями современной Швейцарии. После падения Римской империи поселение часто переходило во владение разных народов и государств, одним из которых была даже Византия во главе с Юстинианом. Здание весьма обшарпанное, но выглядит достаточно монументально и винтажно. Подчеркивает всю аутентичность города. Даже краны такие миниатюрненькие, да? Такие миниатюрненькие. Такие небольшие уличные артерии пронизывают буквально всю центральную часть города. Не ошибаюсь, это муниципальное здание города. Кафе Свицеро. Я не знаю, кто бы из итальянцев хотел пойти в швейцарское кафе. Уж точно не итальянцы. Я думаю, это прицел на туристов. Окажется, что это натуральный камень, но на самом деле это всего лишь гравировка, разрисовка. Я думаю, да, это не настоящий камень. 100% это роспись. Город весьма туристический, судя по тому, какие языки здесь можно услышать. И в основном он наполняется швейцарами, так как немецкий язык слышен повсюду на улице. Какая красивая картина. Произведение искусства. Да более похожую живопись на фасадах зданий мы видели в швейцарском Люцерне. Сказываются отголоски истории того периода, когда Кьявенна находилась в авангарде реформации в составе Швейцарской конфедерации, Республики Трех Лиг. Именно для Швейцарии характерна обильная живопись на фасадах зданий. Да, наш выпуск, кстати, по Швейцарии вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в закрепленном комментарии к этому видео. На центральный мост города, в зоне ZTL, то есть в той зоне, куда автомобили не имеют доступа. Здание, оно так наклонено. Сейчас, подожди, давай я его подсниму. Из-под этого угла хорошо видно, что это здание такое имеет выпуклость прямо в его центральной части. Дай бог, чтобы оно еще стояло многие десятилетия. Население поселения составляет около 7200 человек, как, собственно, и 20 лет назад. Поэтому сказать что-то про его развитие сложно. Это красивый туристический городок со знаменитой на всю Ломбардию кухней. Мне особенно нравится вот этот балкончик, он так живописно выглядит. Да. Вот здесь нужно кафе принять, как это говорится по-итальянски, prendere un caffè. Не выпить кофе, а принять кофе. Да, итальянцы очень прагматичный народ. Все им нужно взять. Сбруя. Как говорится, мечты иногда сбываются. И вот, пожалуйста, у нас сегодня отличный видок. Отличный видок для кофе. Для coffee time. Конечно, здесь. Конечно, жаль, что это искусственные цветочки здесь, но, тем не менее, выглядят они достойно. По локейшн это место, я бы сказал, просто 10 из 10, даже 10 с плюсом из 10. Обязательно, когда будете проезжать мимо Валь-Кьявенны и посещать одноименный город, вы знаете, куда нужно идти. Вы знаете, куда нужно идти. И это не реклама. Мы, собственно, эмпирическим путем узнали о такой возможности. В принципе, что сразу бросается в глаза? Красивый вид и шум текущей воды, реки. Я вот еще в таком сеттинге, в такой экспозиции кофе никогда не пил. Ты что скажешь, Эля? Ты пила кофе именно с шумом бурлящей реки или нет? Нет,
И вот, видишь, сегодня первый раз, как в первый класс. Стоп. Народ, просто посмотрите на эту шапку капучино. Действительно, сразу видно, что здесь туристов много, так как такого капучино элаборато действительно в Италии редко где увидишь. В особенности с таким количеством канелла. Да. Бонджорно, это точно. Это ковер. Смотрите, какое огромное канолло. Это просто каноллино. Канолони, действительно. И вот после хорошей кафе-паузы мы идем в не менее важное место, да, под названием Мачеллерия. Что это означает, вы увидите буквально через несколько мгновений. А между прочим, проходим красивые скверики. Давай попробуем пройти сюда. Наверное, самая узкая улица, которую я когда-либо видел в Италии. Такие же узкие улицы мы видели вот в Лерич. На севере Италии одна из самых узких. Можно дотянуться до соседа рукой, как говорится. Небольшое предупреждение для всех женщин и девушек, кто собирается путешествовать по маленьким городам Италии. В центральной части практически любого городка будет брусчатка. Это ковер, Элли. Это ковер. Поэтому во избежание травм мы настоятельно рекомендуем надевать обувь без каблуков. Вот. А сейчас время панатти. Вот так, дорогие друзья, нарезается реальная карпаччо из Италии. Вяленое мясо бризаула знаменито на всю Италию. А любимо оно за то, что в отличие от того же салами, спека, мортаделлы и прошутто крудо, обладает небольшой калорийностью и деликатным вкусом. Родиной этого вяленого мяса является непосредственно долина Вальтеллино. Но не скажите это мяснику из Кьявенны, иначе недовольный вид оного вам обеспечен. Кьявеннасские жители Кьявенны издревле считают столицей настоящей и правильной бризаулы именно свой городок, где она производится испокон веков и является визитной карточкой туристического города. Миланези, как и весь остальной мир, ест бризаулу, поливая тонкие ломтики оливковым маслом и лимонным соком. Но тут тоже есть чопорный момент со стороны кьявенасков. Они резко против использования лимонного сока, якобы это полностью убивает вкус их восхитительной бризаулы. Лично мы едим бризаулу как с лимоном, так и без лимона. Красота Европы не в блестящих и стеклянных коробках 100 этажей, а вот в таких обшарпанных историей и временем колоритных зданий. Большой особенностью итальянских маленьких городков является повсеместное расположение, изображение библейских мотивов с Богородицей и Христом. Кстати, меня интересует вот этот момент с котелком. Что там он делает? Правда. Не знаю. Неугодным плохим туристам выливают кое-что на голову. Поэтому ведите себя прилично, пожалуйста, в Кьявенне. Дорогие кари амичи, наше небольшое мотоприключение в формате Милан-Кьявенна подходит к своему логическому завершению. Сегодня мы вам показали основные достопримечательности как культурного, так и гастрономического характера одноименного города. Сейчас, в принципе, мы садимся обратно на наш Немо, КТМчик, и мчим обратно в Милан, где, в принципе, мы завершим наш небольшой мотообзор мотоцикла. Ну а всем, кто досмотрел до этого момента, мы выражаем огромную благодарность и grazie mille. И ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo. Если можно без этого было бы лучше. Ну, Если... Да,